Кету в Накшатре Свати и прошлая жизнь. 15-я Накшатра Свати расположена в знаке Весы. Планетарный владыка Раху, главенствующее божество Ваю, бог ветра. Символы Накшатры – коралл, росток, меч. В Накшатре Свати также покровительствует Сарасвати, богиня учености, знаний, ораторского искусства и музыки. Свати дает независимую, самостоятельную, уверенную, сильную и амбициозную натуру. Символика Накшатры Свати – росток, травинка, колышущаяся на ветру, определяет человека как независимого, самостоятельного, неугомонного, приспособляемого, ловкого. Человек, как этот росток, движется по направлению ветра, и его трудно сломить. Он любит путешествовать, хочет знать всех, одержим знанием, что происходит в мире, и как ветер, он, овладев знаниями, распространяет их во всех направлениях. Коралл дает выносливость, физическую силу и защиту, пробуждает чудесные способности и внутренние силы, считается священным источником объединения с природой и обретения внутреннего равновесия. Божеством этой накшатры является Ваю, бог ветра. Это животворящееся дыхание, которое питает нас жизненной силой или праной. Он является отцом Пхимы среди пандавов и духовным отцом Ханумана. Божество Ваю наделял человека способностью легко овладеть техниками дыхательной йоги, такими как, например, крия-йога. Ветер – это кислород. Кислород – это проводник праны, а прана – это то, что дает нам жизненную силу. Человек мог также стать йогом или экспертом по йоге, мог играть на органе или на любых духовых инструментах, например, на флейте. У человека из прошлой жизни есть навыки и таланты, которые открываются в мифах о Ханумане. Когда Хануман был молод, он думал, что солнце – это большой фрукт, и прыгал в небо, чтобы съесть его. Бог солнца испугался и попросил Индру сбить его оружием. Хануман был поражен в челюсть оружием Индры, известным как Ваджра, молния. Впечатленные сопротивлением ребенка, девы благословили Ханумана различными силами. Маленький Хануман использовал свои силы, чтобы подшучивать над другими. В конце концов, риши прокляли его, чтобы он мог забыть о своих дарах и силах. Когда он извинился за свою ошибку, риши сказали, что его силы вернутся к нему, если кто-то другой напомнит ему об этом. В прошлой жизни, когда человек пытался достичь вершины своей карьеры, он столкнулся в большой схватке с врагом, который попытался сбить его с ног любой ценой. Точно так же, как и Индра пытался использовать свое оружие против молодого Ханумана. Но в конечном итоге человек приобрел уверенность в себе и мог достичь невозможного. У человека не было страха перед тем, куда он идет, кого он встречал, куда он взбирался. Была цель достичь вершины, объекта восхищения и двигаться к нему. Непрерывное, постоянное движение. У человека есть огромная сила, и этот навык он получил из прошлых жизней. Человек не будет этого осознавать до какого-то момента в своей жизни, пока не произойдет что-то, что заставит его проявить и осознать свой дар. Человек любил покупать или коллекционировать обувь. Если обувь приходила в негодность, то большая карма разыгрывалась и освобождалась в его жизни. Свати переводится как меч или жрец, что говорит о том, что человек, испытывающий ее влияние, независим в своих мыслях и поступках, способен отсечь материальные привязанности и духовно развит. В прошлой жизни человек серьезно изучал духовные знания и мог быть жрецом или священником, путешествовал по миру и распространял божественные учения, читал проповеди, а также обладал способностью влиять на массы людей. Человек от природы умел обращаться с оружием, например, фехтовать, сражаться на мечах, резать мясо или любил коллекционировать оружие. Также в характере мог отражаться данный символизм в том, что он мог резко прервать собеседника, прервать чей-то разговор, когда был зол или разочарован. Человек был отверженным и неортодоксальным, ставя свои взгляды и идеи выше, чем чьи-либо. Качество монтажера или режиссера. Любую работу человек разделял сначала на части, как и при создании фильма. Режиссер берет на себя множество сокращений и переключения внимания с одного на другое. Поэтому и человек любил перебивать людей в разговорах. Человек никогда не был удовлетворен одним видом работы, так как хотел быть похожим на богиню Дургу с 10 руками, каждая из которых делает что-то совершенно свое, в постоянных поисках и преследовании идей. Символическое животное Свати – буйвол. Поэтому в какой-то момент жизни человек мог стать вегетарианцем, любил подолгу принимать душ или находиться в ванне. Любимые места были около океана или реки, потому что нужен водоем, в который он мог бы войти. Человек мог быть мощного телосложения и иметь большой вес. При неблагоприятном расположении накшатры могли бы быть проблемы с легкими. Раху – это об одержимости. Сколько человек не пытается отпустить свои желания, у него это не получится.
ему придется выполнить их. Кету показывает, что есть какая-то незавершенная цель, которую нужно выполнить в этой жизни. Что-то, что человек должен выполнить из прошлого, что осталось в прошлом. Это может быть что угодно, любая цель, любой урок, из которого человек должен чему-то научиться. Что-то из прошлого будет повторяться в этой жизни. Инцидент может быть повторен для того, чтобы человек научился и выполнил свою карму. Человек сделал себя сам. Ему присуще сильное чувство морали и принципов, и он хочет быть независимым. В соединении с Кету, так как у Кету нет головы, то в этой жизни на него будут влиять другие люди, друзья, близкие. Свати представляет массовые тенденции, средства массовой информации, поэтому человеку необходимо быть осторожным, чтобы не потерять себя в толпе. Человек должен сосредоточиться на том, кто он есть на самом деле, вместо того, чтобы становиться кем-то другим. Человек обладает прямолинейной речью, и иногда это мгновенно отрезает плохих людей из его жизни, и это очень заметно проявляется. Если кто-то уходит из жизни человека, то вполне возможно, что данный человек был кармическим. И потому что Кету здесь, также это заставляет его расплатиться с разными людьми в этой жизни. Но как только карма заканчивается, она освобождает человека от этих отношений. Человек должен отпустить их и поддерживать баланс. Профессии. Бизнесмены, дипломаты, политики, путешественники, спортсмены, музыканты, играющие на духовых инструментах, аскеты, священники и верующие, те, кто изучает законы бытия. 4 пады свати. Стрелец. Благоприятное расположение. Необходимо научиться наслаждаться жизнью. Не ограничивать свои идеи и использовать свой интеллект для достижения целей и мечтаний. Козерог. Человек должен научиться стать эмоционально уравновешенным, отпустить негативные эмоции и не использовать свой ум, когда дело доходит до отношений. Водолей. Человек желает славы, привязан к своим предкам. Человек должен открыть свою сердечную чакру, так как ум всегда попадает в иллюзию и должен защитить себя от массовых тенденций. Рыбы. Хорошее расположение для духовного развития и очистки кармического счета. Человек в прошлом занимался много благотворительностью. В этой жизни он будет осознанно помогать только тем людям, которые действительно нуждаются в его участии.